Всем привет! Мы продолжаем рассматривать легендарные советские грузовые автомобили в масштабе 1 к 43. И сегодня я хочу вам показать довольно старую, но тем не менее интересную модель от производителя Deep Models. Мы посмотрим на турбовоз на базе ZIL-157. Эта машина поступила в продажу в 2015 году, и тогда Deep показал два варианта окраски этих грузовиков. Первая машина была с кабиной песочного цвета, второй грузовик был с кабиной синего цвета. Обе модели есть в моей коллекции. Первый грузовик в свою коллекцию я купил с кабиной песочного цвета, но потом решил докупить ему в пару грузовик с кабиной синего цвета, потому что не мог определиться, какой из двух грузовиков мне нравится больше всего. И вы в комментариях можете написать, а какие ZIL-157 есть у вас. Возможно, тоже есть модель от Deep Models, возможно, модель от Автоистории, возможно, вы приобрели вариант в коробочке Start Skill Models или из набора АВД Models и собрали грузовик самостоятельно. И что касается ассортимента Deep Models, то у них ZIL-157 тоже обширно представлен. Есть классические бортовые грузовики, также есть различные надстройки, это автоцистерны, пожарные автомобили, также есть автоцистерны для перевозки живой рыбы. И все эти грузовики есть в моей коллекции, потому что я большой поклонник ZIL-157 и стараюсь собрать эти грузовики от Дипа по возможности и показать их вам. Что касается данного грузовика, то мне эта модель очень нравится, несмотря на ее высокую цену. Я считаю, здесь отличное соотношение цена-качество, и здесь модель поставляется в довольно большой коробке классического темно-зеленого цвета, на одной из сторон которых вы можете видеть контейнеровоз ГАЗ-51П, а на второй стороне автобус ЗИС-127. И модель также поставляется с дисплей-кейсом, есть фиксационный блистер, в котором запакованы 3 металлические трубы, есть небольшой вкладыш о том, как демонтировать модель с подставки, чтобы ее не повредить. И также обратная установка. И то, что мне нравится в модели от Deep Models, это то, что на раме отсутствуют крепежные отверстия, и это придает ей более реалистичный вид. Покажу вам, как выглядит труба на данный трубовоз. Она сделана из металла, окрашена в черный цвет. Конечно, можно найти где-то трубы большего диаметра и сделать их в различные комбинации, но я оставлю пока что в таком виде, и у меня модели все равно хранятся в коробках запечатанных. Модель очень хорошо собрана, аккуратно покрашена, нету видимых пятнышек клея. И у Дипа довольно верная геометрия кабины грузовика. И он отлично попадает в 43 масштаб. Если не ошибаюсь, эти грузовики делают на фабрике Century Dragon для Deep Models. Прекрасные колесные диски, отличные покрышки. Присутствует боковая маркировка. Резину я не вижу смысла менять на вариант от Maestro Models, потому что по уровню детализации эти покрышки ничуть не хуже. Также окрашен интерьер грузовика. Сиденье коричневого цвета. Присутствует рулевое колесо, рукоятка переключения коробки передач. Окошки здесь немножко приспущены, чтобы лучше просмотреть, что находится внутри. И вы также можете видеть там очень много деталей из фототравления. Дверные ручки сделаны отдельными элементами, как и зеркала заднего вида, присутствуют логотипы на дверях. На бежевом варианте они отсутствуют. Коники здесь вращаются. Также есть ниточка, которая имитирует троса. На задней стенке за кабиной вы видите лопату, также пилу, есть треугольничек светоотражающий и регистрационный номерной знак. Коники также вращаются на распуске. И здесь рабочее сцепное устройство. Вы можете зацепить распуск. Отличная балансирная тележка на распуске, также на самом грузовике. И здесь хорошая детализация ходовой части. На модели снимать с подставки не буду. Давайте покажу вам классический бортовой грузовой автомобиль ZIL-157К. Здесь уже отличается цвет. Машина в защитном темно-зеленом цвете. Также съемный тент.
Отлично проработан кузов изнутри. Откидываются борта. Можно сделать скамеечки. И у этого грузовика отличается передний бампер. Как вы можете видеть, на варианте трубовоза он без лебедки. А так точно такие же покрышки, точно такие же колесные диски. И шасси здесь абсолютно идентично, только отличается надстройка. Ну, соответственно, передний бампер и мелкие навесные детали. Здесь присутствует огнетушитель на водительской стороне. Тоже окрашен интерьер. Тоже рабочее сцепное устройство. И также есть прицеп 2PN2, который можно использовать с этим грузовиком. Он есть тоже в моей коллекции, на него я делал видеообзор. И давайте посмотрим на вариант с кабиной песочного цвета. Как видите, цвет надстройки здесь абсолютно совпадает. Только отличается цвет кабины грузовика и номерные знаки. И у меня на этом варианте стоят номерные знаки передние от грузовика с кабиной бежевого цвета, а задние от грузовика с кабиной синего цвета. Не знаю, почему так сделали. Видимо, перепутали регистрационные номерные знаки. Очень красивые модели. Ничуть не жалею, что купил два варианта в свою коллекцию. Отлично проработаны крылья с внутренней части. Имеются крепления. Ну, точно такие же покрышки. Точно такие же колесные диски. И точно такая же надстройка. Задние фонари из прозрачного пластика. Также присутствует треугольничек. Две запаски. Два топливных бака. И можно еще использовать троса для соединения распуска с обычной платформой. Здесь есть отверстие, куда можно вставлять тросы. И давайте покажу вам еще раз грузовик с кабиной синего цвета. Единственное, немножко толстоваты защиты на фарах. Их можно было сделать как-то более ажурно из фототравления. Но это удорожило бы себестоимость модели, которая и так стоит довольно дорого. Пишите ваши комментарии, что вы думаете о трубовозе от производителя Deep Models. В каком варианте окраски вам понравился грузовик больше всего? Есть ли в вашей коллекции подобные грузовики, когда, где и за сколько вы их покупали? Если вам понравилось данное видео, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик, если вы не сделали этого раньше, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на этом канале. И можете заглянуть и подписаться на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на масштабные модели из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока-пока.